Всем привет! На этом видео вы видите момент, который я снял для себя на память, как я счастливый еду из славного городка Беляевка, только что получив главный разрешительный документ для начала строительства частного дома. Внимание, абсолютно бесплатно и с первой подачи документов. Именно об этом будет это видео. Честно говоря, не думал, что буду вообще снимать видео о строительном паспорте, но учитывая то, сколько денег берут различные компании за оформление строительного паспорта под ключ, я все-таки решил рассказать вам свою историю, как я самостоятельно, без посредников, все сделал. И тем самым, надеюсь, кому-то из моих зрителей сэкономить кровно заработанные деньги. И тем, кто думает, что эта процедура непосильна для простого человека, развеять этот миф и показать на своем примере, что все элементарно просто. Давайте по порядку. Для начала законного строительства частного дома в Украине необходимо получить строительный паспорт и зарегистрировать его в ГАСКе. После направления уведомления в органы Госархстройинспекции Украины зарегистрированный строительный паспорт является основанием для выполнения строительных работ. У меня планируется строительство частного дома в селе Беляевского района Одесской области, поэтому подавать документы на строительный паспорт я поехал в Центр предоставления административных услуг, который находится в городе Беляевка, по улице Мира, 19. Перечень документов, которые я подавал. Разрешение из сельрады своего поселка, копии паспорта и кода, нотариально заверенная копия документа на участок, а также эскизы будущего дома. Также нужна выкопировка из генерального плана села, но в моем случае проканала и без него. Теперь немного подробнее. Разрешение из сельрады я получил без проблем, так как нет оснований запрещать строительство, если собственник участка хочет строить себе дом на участке с соответствующим целевым назначением. Поэтому, написав заявление главе сельрады, я после заседания получил разрешительный документ на стройку. Копии паспорта, кода и нотариальная копия свидетельства на участок мне обошлись до 200 гривен и полчаса времени у нотариуса. Эскизы плана дома и его фасада с 4 сторон, а также расположение дома на участке я за сутки без напряга нарисовал в Paint и распечатал там же, где делал ксерокопии. Дальше в этом видео я все их продемонстрирую. Выкопировку из генерального плана села мне в сельраде не дали, сказав, что в Беляевке это не потребует, хотя в Беляевке сказали, что в сельраде болваны и выкопировка нужна, но решили меня не гонять туда-сюда и приняли документы без него. Также нужен проект, если площадь дома более 300 квадратных метров. У меня нет, поэтому проект мне не нужен. Честно сказать, до последнего был уверен, что с первого раза я строительный паспорт не получу, но какое же было у меня удивление, когда, позвонив через 2 месяца, я услышал фразу «Готов, приезжайте, забирайте». Это был шок для меня. Оказывается, готов он был уже через 2 недели после подачи документов, но Беляевка в ноябре была в красной карантинной зоне в связи с ковидом, и я думал, что они не работали. Итак, приехав в Беляевку в декабре, я забрал строительный паспорт абсолютно бесплатно, оставив символическую благодарность в виде бутылки шампанского и коробки конфет к наступающему Новому году. Конечно, не могу сказать, что всем так же повезет, как мне, и, возможно, где-то коррупция и аппетиты архитекторов не позволят бесплатно получить строительный паспорт. Но, на мой взгляд, если сроки до начала вашей стройки вам позволяют, то пробуйте получить паспорт самостоятельно, так как заплатить $500 и выше вы всегда успеете. Напомню, что строительный паспорт не имеет срока действия, и стройка у вас, если планируется хоть через год или 5 лет, он всегда будет годен. Теперь подробно покажу вам эскизы дома, нарисованные вручную на компьютере, без какого-либо опыта, в самой элементарной программе Paint. Скажу честно, пропорции дома на картинке не соответствуют реальному масштабу дома. Рисовал так чисто на глаз, не используя линеек или каких-либо расчетов. Главное указать высотность максимальной точки дома, площадь внутренних помещений, толщины стен, а также расположение дома на участке и расстояние от построек до заборов соседей или красных линий, если таковые имеются. Также важно указать, где будет канализационная яма и ее расстояние до ближайшего соседа. В моей сельраде указали расстояние от септика до соседа минимум 12 метров. Итак, друзья, ничего не скрывая, рассказал вам свой опыт получения строительного паспорта. Если остались вопросы, пишите, всем отвечу. Надеюсь, кому-то это видео будет полезным. Подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Удачи вам!